Добрый день, Раки. Это таро-прогноз для вас на сентябрь 2023 года. У меня в руках колода карт Символон. И еще здесь на столе колода карт Moonology. Итак, я достаю 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека. Это общий расклад для всех, да, всех раков. Но выберите самое лучшее отсюда, что наиболее подходит вам в данный момент времени. Все самое хорошее, что вы здесь услышите, все сбудется у вас. Поэтому давайте начинать. И первая карта – это сектор партнерских взаимоотношений. И это неплохая карта, потому что вы берете ответственность за себя, за своего партнера, за свои взаимоотношения. Возможно, вы взвалили на себя очень много каких-то обязанностей, да? Но это того стоит, потому что вы поднимаетесь вверх, несмотря на то, что вам, возможно, нелегко бывает в ваших партнерских отношениях. И вы как бы чувствуете иногда, как какую-то депрессию, что ли. Чувствуете, что, может быть, время много уходит у вас. Но, тем не менее, вы идете вперед, и вас ждет успех, потому что здесь Солнце во Льве, Солнце у вас над головой в этой карте, и я думаю, что вы на верном пути. Сейчас мы будем открывать еще другие карты, чтобы посмотреть, что конкретно здесь может быть. Вот карта такая инь-янь в секторе финансов и интимных отношений. Поэтому, скорее всего, ваше финансовое положение в сентябре во многом будет зависеть от вашего партнера, либо от вас. Часто такое бывает, когда сходятся люди, и это благоприятная совместимость в гороскопе, у них улучшаются финансовые потоки, да, потому что люди часто сходятся по Венере. Венера ведь это планета не только любви, но и денег. Соответственно, здесь у вас такая позиция. Может быть, кто-то из ваших партнеров, партнерш, неважно, это расклад для мужчин или женщин, раскроет в вас такие определенные качества веры в себя и повышения своей самооценки, что вы начнете жить лучше, ваш жизненный комфорт улучшится, вы избавитесь от каких-то страхов, как в сексуальной жизни, так и в финансовой жизни. Вы поймете, чего вы на самом деле стоите, что вы раньше себя, может быть, недооценивали. И таким образом это будет влиять на вашу жизнь в лучшую сторону. Это очень благоприятная здесь карта. Каждый как бы занят своим делом, но при этом вместе, видите, вы стоите у одного дерева, а дерево — это корень, это столб, это что-то, на чем стоит, да, наша земля, наша, как бы сказать, вот, основы жизни здесь у вас, которые вы обретаете в сентябре вместе с вашими партнерскими взаимоотношениями. На бытовом уровне, может быть, вы работаете как-то вместе с партнером, может быть, вы делитесь деньгами, партнер обеспечивает вас. То есть как бы отношения и финансы взаимосвязаны. В третьем секторе здесь такая карта обиды, да, детской обиды, когда мы не переносим критику в свой адрес, обижаемся по-детски, хотя, может быть, и сами в этом виноваты. Обидчивость, вообще склонность такая есть у раков. Поэтому не исключено, что вы будете, чрезмерно обидчивыми, да. Может быть, будете ссориться со своими родителями, со своими детьми. Есть здесь такой вариант развития событий. Будьте осторожны за рулем, когда вы где-то в поездках находитесь. Вы тоже можете там не справиться со своими эмоциями, и будет какая-то конфликтная ситуация. Если вы, например, там катаетесь на велосипеде или что-то вот такое связано с короткими поездками, здесь вы можете проявлять чрезмерную эмоциональность. Может быть, это вы тот человек, да, вот как эта женщина стоит и критикует, например, ребенка или какого-то другого человека, вашего партнера, например, то будьте готовы к тому, что он не всегда будет воспринимать вашу критику рационально.
Ну, это не потому, что вы там такой грубый человек, а потому что просто не всем воспринимают, у всех разное настроение в данный момент времени. И здесь, если у вас есть какие-то важные переговоры, вы ждете каких-то важных документов, поступаете в университет, вам нужно идти на консультацию к каким-то специалистам, может что-то проходить с задержками здесь еще. Не все так быстро может получаться, как вы этого хотите. Придется, может быть, либо как-то успокоиться, либо подождать, пока другой человек будет готов вас принять, вас выслушать, услышать вашу позицию, пока к вам придут нужные документы, запросы и так далее. 4-й, 10-й сектор. Да, это один из главных секторов основных. И здесь мы видим карта осуждения такого, да, или порицания. Здесь девушка, которая стоит на площади, она в таких кандалах. Здесь есть какая-то записка, да, написано, что она неправильно сделала. Люди смотрят на нее, и собачка смотрит, и двое мужчин, которые осуждают, да, как-то что-то обсуждают и осуждают одновременно. И мы можем понять, наверное, по этой карте, что, возможно, она была наказана за какой-то блуд, и не исключаю, что здесь и мужчины могли, да, приложить какую-то свою руку в этом, потому что здесь Марс в Овне, а Меркурий в Близнецах – это все-таки сплетни, да, в плохом проявлении Меркурия здесь могут быть какие-то сплетни и доносы, да, поэтому на вашей работе, например, если вы там общаетесь с начальством, с коллегами, с какими-то вышестоящими людьми, ну вот не все здесь, опять же, могут гладко проходить, будьте осторожны, что вас могут осуждать за ваши слова, за вашу позицию, либо вы будете осуждать кого-то, каких-то других людей, или сплетничать за их спиной, или что-то, вот какие-то слухи будут проходить. Может быть, это осудят вашего начальника, да, человека какого-то, и из-за этого у вас могут быть перемены на рабочем месте. Может быть, для кого-то это даже вообще смена работы, и вы примете решение, например, по этой карте, да, вообще не работать, вам ваш партнер скажет, ну, что такое, если у тебя там что-то не так складывается, если у тебя какой-то не очень благоприятный начальник и рабочий коллектив, тогда уходи с работы, да, может быть и такое быть у некоторых, не у всех, конечно. Вот, так что здесь, если эта карта, например, связана с вашей семьей, то в семье кто-то, может быть, осуждает вас за то, что вы чрезмерно много работаете или не работаете, да. Что-то вот здесь такое может проходить, какие-то сплетни, слухи, и главное, что осуждение, да. Кто-то будет поддерживать вас, кто-то будет с интересом смотреть на эту сложившуюся ситуацию, как зеваки, ну а кто-то будет идти против вас, да, может быть, кто-то не хочет, чтобы вы получили эту должность, это повышение, и находит какую-то компрометирующую информацию в вашу сторону. Кстати, вот Венера разворачивается в вашем втором секторе финансов, да. Венера – это любовь и деньги, поэтому, да, вот здесь очень возможно, что вы как-то совместно с партнером, у вас будут какие-то доходы, и, возможно, этому тоже люди завидуют. Здесь вот по этой карте партнер может взять на себя какие-то обязательства. Это вообще карта может означать брак даже. Но мы сейчас еще откроем все карты, чтобы сделать еще какие-то выводы. Посмотрите, карта наказания. И это 5-й, 11-й сектор. Здесь может быть несколько вариантов, но, во-первых, это социальный сектор, да, это социальные сети, это какая-то реклама, это опять же какие-то другие люди. И здесь вы как будто бы наказываете себя, может быть, за то, что вы что-то рассказали, не знаю, за то, что вы кому-то доверяли. Здесь вы видите картину на стене. Это сердце, в которое вставлено 2 кинжала. Поэтому, возможно, у вас был какой-то роман в прошлом, который
за которую вы себя вините за эти отношения, да, вы почему-то, не знаю, хотите себя наказать, может быть, вы были неправы по отношению к другому человеку, может быть, вы вините себя за то, что вы вообще связались с этим человеком. И вот такое страшное наказание, когда вы хлестаете себя, как бы, как грешником себя чувствуете. С чем это связано, интересно? Сейчас мы возьмем еще карту из колоды Moonology. А вот интересная еще карта, что 12-й сектор — это какое-то утешение, это какое-то сообщение для вас. И что я здесь хочу сказать? Если вы думали о чем-то, много переживали, в прошлом у вас была какая-то неразрешенная проблема, какой-то секрет, то сейчас эта ситуация разрешится в сентябре, и у вас будут какие-то хорошие новости, и вы сможете, ну, как-то излечиться даже внутренне. У вас будет какая-то духовная внутренняя поддержка от Вселенной, от высших сил, от других людей, которые, да, говорят с нами через... Ну, в общем, это какая-то внутренняя поддержка, которая к вам наконец-то придет. Вы, возможно, долго ждали этого. Может быть, у кого-то это были вопросы со здоровьем, у кого-то просто какие-то внутренние переживания, да, связанные с чем угодно. И здесь хорошие новости, да, потому что это Гермес. Меркурий в Близнецах – это хорошая новость, и Луна в Раке – это утешение, это влияние на ваше подсознание, на вашу эмоциональную сторону жизни. Так, вот я хочу взять еще несколько карт из колоды Moonology, чтобы спросить, что здесь у раков такое интересное происходит. Так, здесь мутабельная луна и луна растущая. Так, интересно, что еще можно? Первая четверть луны. Это какое-то начало. Видите, здесь две растущих луны. И одна луна мутабельная, где написано, что ничего еще не высечено из камня. Но, скорее всего, раки, у вас есть какая-то ситуация. Возможно, это связано как с вашей с личной жизнью, так и с работой. Все ведь в жизни взаимосвязано, и работа, и личная жизнь, и финансы. Ну, хочется мне, в общем-то, взять еще карты. Здесь ситуация может быть связана с вашей семьей, с вашими детьми тоже, потому что очень много карт вышло в таких главных домах, как первый, 4, 7, 10. Так, тут вам не очень видно. Ну вот видите, здесь такая карта успокоения, медитации, да. И здесь карта путника, который с больной ногой, но он все идет по дороге, да, не сворачивая с нее. Она даже перекликается с вот этой картой, когда вы берете ответственность. Ну что, вопросы ответственности, да, вопросы духовного какого-то умиротворения, раки. Поэтому здесь у вас, возможно, жизнь, ваши партнерские отношения заставляют вас брать на себя ответственность. Может быть, до этого у вас были такие романтические любовные отношения, да, которые привели вас к чему-то, да, и теперь предстоит время брать на себя ответственность, эту вот ношу, да, за партнерские отношения. Работать — это что-то, это какая-то ежедневная рутина, это, возможно, дети, да, это не только супруг, но и дети, это, возможно, и родители, это возможность взять какую-то там совместную ипотеку, необходимо вам иметь жилье, необходимо, не знаю, заниматься ремонтом, ну, просто смотреть там за своим партнером и так далее. Вот это все вот эти такие вопросы, они очень актуальны для вас становятся в сентябре. Но и вы чувствуете, возможно, что у вас нету сил, или как-то вы с какой-то опаской смотрите в будущее, а справитесь ли вы с этим, да, потому что здесь больная нога, но вы вынуждены идти, да, потому что у вас есть какие-то определенные обязательства, здесь опять Сатурн в Козероге. Но дорогу осилит идущий,
Поэтому у вас есть все шансы на успех. Вам необходимо настраивать себя на позитив. Может быть, заниматься какими-то духовными практиками. Может быть, кто-то здесь должен повзрослеть, как бы сказать, успокоиться в каких-то вопросах, обрести этот фундамент спокойствия, перестать нервничать, да, вот перестать обижаться, перестать воспринимать так остро критику. И здесь вот вы на верном пути. У вас, скорее всего, есть партнер, который вам тоже помогает, который... Это может быть не обязательно ваш личный партнер, это может быть и родитель, это может быть какой-то коллега по работе, который тоже вам подсказывает, как-то помогает, да, вот по этой карте. То есть вам стоит прислушаться к критике других людей, потому что такое впечатление, что вас могут критиковать, что-то вы сделали неправильно, да вы и сами себя уже за это осуждаете. Здесь могут быть разные варианты, да, у кого-то это связано с семьей, у кого-то с работой, у кого-то в отношениях с детьми, у кого-то в отношениях с какими-то даже друзьями, с группами, с коллективами, где тоже вы, возможно, осуждаете себя за какие-то, может быть, романы там и флирт, может быть, и так далее, потому что 5-11 дом — это еще сектор романтики. Но новая луна, да, здесь у нас вышла 2 раза, мутабельная луна — это какие-то перемены. Поэтому в ближайшее время, раки, ждите перемен, ждите того, что новый цикл приходит в вашу жизнь, и какие-то обновления в любом случае, да не какие-то, а даже большие, да, потому что когда кармические узлы стоят на ось Овен, Весы, для вас это вот сектор, 4-10 сектор, это, конечно, серьезно. Поэтому здесь у вас может поменяться и работа, и ваш социальный статус, или что-то такое в сентябре произойдет, что будет толчком для этого, для того, чтобы вы взяли больше ответственности на себя. Вот такой расклад. Это очень хорошо, когда выходят какие-то негативные карты в раскладе. Таким образом, весь негатив остается здесь, а вы берете себе только позитивные влияния, и у вас все обязательно сбудется. Желаю вам удачи и здоровья. До встречи на моих новых видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.